Приветствую, дорогие друзья! И сегодня у меня на канале уже многим полюбившийся гость. Доктор медицинских наук, общественный деятель Денис Викторович Иванов. Здравствуйте! Алексей, здравствуйте. И также все, кто нас смотрит и слушает. Всем доброго времени суток. Мы не перестаем с вами, наверное, каждый раз удивляться, сколько интересных, в кавычках, новостей сваливается на нашу голову, сколько просто невероятно абсурдных, с одной стороны, инициатив, а в то же время понятных по происходящим событиям мы видим в последнее время. И вот хочется начать, наверное, со свежих новостей. Сейчас, чтобы более, скажем так, правильно сформулировать, давайте обратимся к официальному источнику и посмотрим. Итак, Госдума рассмотрит штрафы за поиск запрещенного контента и вот уже то, что ранее, в принципе, обсуждалось, запрет рекламы средств обхода блокировки, скажем так. Давайте вот с этого начнем. Что это? Необходимость начала вот того самого тотальнейшего контроля, да, если еще сюда мессенджер Макс прибавить и все остальное. Денис Викторович, полностью вам слово, пожалуйста. Да, это как раз медицинская тема по поводу контроля и т.д. и т.п. Ну что ж, мы поговорим с вами сегодня о парамедицинских вещах, которые так или иначе все равно влияют на наше здоровье, в частности, на психическое здоровье. Поэтому ту тему, которую вы сейчас подняли, она действительно актуальна. А почему она актуальна? Ну, потому что это действительно вынужденная необходимость, но не для нас, для них. Ведь у личности, которая ничего не создает, не созидает, не сотворяет, ну, то есть идет по деструктивному пути, по деструктивному направлению, у него ничего, у личности этих не остается никаких выборов, чтобы только идти штрафами, различными наказаниями, повышениями налогов, запретов, закрытий и т.д. и т.п. И я позволю себе напомнить высказывание одного из персонажей э, в знаменитом произведении Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце». Говорил его Шариков. А Шарик, он классический такой пример низменного чиновника с ограниченным менталитетом. И тогда Михаил Афанасьевич это высмеивал таким вот образом, и все. И когда сидит и разговаривает за столом Шариков, ну, человекоподобное существо с профессором, он говорит: а как же поступить? Он говорит: отобрать и поделить. Вот никаких созидательных мыслей нет. Там только отобрать, отнять, наказать, штрафовать и т.д. и т.п. Ну и тому же персонажу принадлежит классическая фраза: мы их душили, 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 душили. Это когда он разбирался с кошками. Так что и здесь мы то же самое наблюдаем с вами, пути, точнее, директиву, которую выбрали эти люди в тоталитарный цифровой концлагерь и методично туда идут. Информация будет под запретом, ее будут запрещать. Но я могу сказать, у них, как обычно, ничего не получится, потому что на России это не та страна, с которой можно заниматься и как-то выступать с запретами. Ты всегда должен договариваться. А ментальность русская такова, что при любом запрете мы всегда найдем выходы и решение вопросов. Ну и опять-таки позволю себе напомнить, что строгость законов в России нивелируется необязательностью их выполнения. Просто вот действительно хочется прояснить даже такой момент, да, смотрите, получается, вот мы сейчас возьмем только один из аспектов вот этих вот изменений в законодательстве возможных. Вот поиск информации, да, условный, запрещенный там и так далее. Получается, ведь чтобы это как-то приводить в жизнь, необходимо отслеживать устройство каждого гражданина, чтобы понимать, какой, условно говоря, он гуглит материал, да, гуглит или в Яндексе ищет. То есть это же как раз-таки про это, то есть невозможно выписать штраф человеку, если ты не знаешь, что в принципе он гуглит. Значит, это получается уже нам говорят, у нас есть специальные средства, которые обнаруживают, что вы гуглите и чем вы пользуетесь. Получается, что это уже тотальный контроль. Ну, конечно, он везде стоит. Если еще кто-то не обращал внимания, то я предлагаю провести такой небольшой эксперимент. Попробуйте, положите телефон рядом с собой и скажите, ну, например,
про какую-то ягоду, малина, клубника или еще что-то. Вот я бы хотел поесть клубники, вот мне хочется клубнику. И дальше, если вы начнете вводить через какое-то время, 5-10 минут в поисковой строке в телефоне, в смартфоне слова «где купить», вы удивитесь, но вам выкинет именно клубнику или малину, то, что вы говорили. Это, как называют создатели всех этих платформ, специальное подстраивание под клиента, маркетинговые ходы и т.д. и т.п. Ну, а по сути своей это элемент глобального контроля, тотального контроля и ограничения. А что касаемо введения этих законов, не будут они, Алексей, заниматься выискиванием того, что, кто, как думает, какие смотрит сайты, на какие ходит. Ну, к примеру, вот у меня, да, там, библиотеки научные, в ту или иную библиотеку. Вот просто будут вот эти разрешены каналы к просмотру, где Скобеева, Соловьев, Ионы. Значит, это все вот разрешенное, все остальное запрещенное. Ну и сделать, как показывает практика последних лет, человеком инфоагентом, повесить ему лейбл такой, это не составляет большого труда, даже если он не относится к этой категории. А посему попасть в разряд запрещенные это не составит большого труда, и вот эти запрещенки будут появляться направо-налево. Вот и все. Ну и еще один из подходов в России. Все очень просто. Ремонт дороги сделали, а знак не убрали. И после знака вот стоит камера, которая всем выписывает штрафы. Здесь совсем недавно отчитывались в администрации города Москвы, в Думе, сколько собрали по камерам штрафов в Москве. 17 миллиардов. На 17 миллиардов. Это шок. Ну, вот и все, что нужно знать об этих людях. Никто там Да. не заботится о нас. И заботиться не будут. Денис Викторович, ну, в общем, получается так, что все, о чем говорили в кавычках конспирологи примерно лет 7-8 назад, уже в общем и целом реализуется не только у нас, получается, по всему миру. И мы вот свидетели сейчас этого на конкретных примерах, да, законов. Но смотрите, помимо вот всего этого, да, то есть помимо тотального контроля, вот этих ухудшения, ужесточения этих условий, мы еще наблюдаем, конечно, аспекты, которые связаны непосредственно с нашим здоровьем, да, различные, развитие их. И вот, допустим, из последних примеров вот в сети ярко сейчас расходится видеоролик грузинского врача, который объясняет одну из причин роста, собственно, онкологических заболеваний не только в Грузии, но и в других странах. И там наглядно просто показывается, как вот эти вот фрукты, да, чтобы они быстрее созревали, опрыскивают непонятным химическим реагентом. Вот. Давайте, наверное, вот эту тему затронем вообще пищевой безопасности и вот этого вот какого-то просто перманентного в последнее время всплеска, так сказать, онкологической вот этой вот заболеваемости. Ну, что касаемо последнего всплеска, когда онкология вдруг стала выявляться у молодых людей, об этом вот месяц или два тому назад писали, что в Австралии врачи в недоумении, почему идет такой рост онкологических заболеваний у молодых людей в 30-40 лет. Напомню, Австралия находится практически полностью под курацией фондов Билла и Мелинды Гейтс. И именно там были достаточно очень жесткие требования по экспериментальным уколам в 2020-2023 году, наверное, и сейчас они продолжаются, еще уже не уточнял. Потому что это такой полигон, где все отрабатывают. Но все думают о различных причинах, не проводя четкой причинно-следственной связи. Сделали уколы по росту онкологии. Но даже если мы отбросим сейчас вот эту уже понятную вспышку онкологических заболеваний, роста онкологических заболеваний, я позволю себе напомнить, если кто-то уже чуть подзабывает, исторические моменты за последние 5 лет. В 2021 году очень ярко у нас увеличилось количество внезапных смертей. И даже появился такой диагноз — синдром внезапной смерти. По телевидению стали рассказывать о том, что это вот все происходит. И как-то никто даже не задумывался, что с началом
кампании экспериментальные по использованию различных препаратов от новомодной инфекции, ну, коронавирусной инфекции, это все возникло. Потом пошла вроде бы как инфаркты, инсульты, внезапные смерти. Они как бы чуть снизошли на нет, но начался так называемый турборак, когда люди буквально за полгода из здорового человека уже заканчивали свой жизненный цикл и уходили. Сейчас пойдет волна аутоиммунных заболеваний. Этого вот мы ждем и понимаем, что это будет. Но при всем при этом онкология как таковая, она никуда не ушла. И она продолжается. Ну, сейчас, может быть, поменялся, это не такой турборак, но то, что он помолодел, однозначно да. А если он помолодел, то, соответственно, причина как раз в этих уколах. Но я должен сказать, что наблюдая, как происходила жизнь в той же Китайской Народной Республике, я там несколько лет провел с определенной периодичностью, приезжая туда, то до 2020 года у них стояла проблема онкологии. И они очень четко говорили о том, что это химия. У нас много используется химии, и, соответственно, из-за этого получается рост онкологических заболеваний. Но мне сейчас оппоненты, наверное, будут говорить, да ну что, вот мы используем химию, никаких проблем. Все зависит от продолжительности и концентрации используемых химических препаратов. Потому что можно использовать очень концентрированный, но в короткое время и непродолжительно. А можно использовать с небольшими дозировками, но постоянно. К примеру, как сохранить яблоки, чтобы они выглядели всегда изумительно такими гладкими, блестящимися, переливающими, несмотря на то, что он лежит уже 2 недели в том же магазине, а его же до магазина еще доставить надо, ну, эти большие продуктовые мегамаркеты. Так понятно, что они покрываются. Ну, нам рассказывают о том, что это пищевой воск, что он не страшен, что он перерабатывается. Но я уже в своей жизни давно не ем яблоки с кожурой, я всегда ее счищаю. Ну и много других моментов, которые я выполняю, и отношусь к тому, что и как мы едим, откуда все это получается, очень и очень щепетильно. Ну, потому что я многие моменты знаю, понимаю, как врач, и я вам больше могу сказать. У меня к общепиту, к российскому в частности, очень и очень большая настороженность. По одной простой причине. Посмотрите, пожалуйста, кто работает сейчас на кухне с посудой и то, чем кто вам что выдает. И вы увидите, что там высококвалифицированные специалисты из Средней Азии. Но, наверное, никто не задумывается, что в нашей Средней Азии переболеть гепатитом – это как вот подхватить насморк и даже его не заметить. И вы, самое главное, не отдифференцируете. Этот сотрудник, он имеет такой цвет кожи или он сейчас имеет поражение печени. В результате гепатит А, она же болезнь Боткина, она же желтуха, она же болезнь грязных рук, может спокойно вам передастся. Но я уже не говорю про другие моменты, что просто выразить свое, скажем, негативное отношение тем, что грязными руками после туалета будут нарезать вам хлеб и подавать, или плюнут еще туда. И таких случаев тоже хватает. А посему, ну, разовая вещь, да, возможно, это пройдет. Ну, проскочите, ну, повезло, рулеточку сыграли. А если этим пользоваться постоянно, пить из пластиковых, да, или точнее, как их называют, там, бумажные эти стаканчики, кофе ходят, ну, вот это вот меня, знаете, поражает. Идет там, пьет, в метро зашел вот с этим вот кофе. И много таких моментов, которые происходят. Потому что тот же интернет, он насыщен уже различными клипами, как их называют, шортсы, да, вот это как Мгм. короткие такие фильмы по несколько секунд о том, как, например, той же Китайской Народной Республике делают а-ля яйца. Эти сугубо их формируют химическим путем, там, делая белок, делая якобы желток. Как делают эти колбасы непонятные, из чего. Это там сплошная химия. Никакого там мяса, никакого здоровья. Это просто химикаты, которые смешивают и выдают.
Вот. И здесь, конечно, встает вопрос о том, что каждый человек должен думать, что он кладет себе в рот, что он берет в рот. Потому что по-другому ничего не получится. Большинство болезней, особенно связанных с заболеванием пищеварительной системы, это то, что человек кладет себе в рот. Надо думать и смотреть. Но если Господь Бог хочет наказать человека, Он лишает его разума, поэтому многие не думают, что и как они едят, потребляют. Ну, к примеру, та же пепси-кола, кока-кола, уже эти лайфхаки, полезные советы, они широко известны. Хотите отдраить унитаз, значит, пожалуйста, вот берите "Кока-колу", она изумительно снимает все. Но если, простите, унитазы отдраивает, там, кальцинаты снимает, он белым становится. Что происходит у вас в организме? Ну, можно хоть чуть-чуть задуматься, подумать, что к чему и почему. И таких моментов очень и очень много. Естественно, что, потребляя некачественное, с надписью "натуральные", якобы натуральные, получить изменения в клетках, а онкология, рак — это в первую очередь идут изменения сначала в клетках, а потом уже только в органах и в тканях. Поэтому все начинается с самого минимума, но они, изменения идут. Если это все делается регулярно, естественно, и это скажется на организме. И, естественно, онкология будет расти. Никуда от этого не деться. Ну и еще надо добавить туда же, в последние годы у нас очень много стало строиться онкологических центров. Наши чиновники понимают, где они дальше будут снимать сливки, и туда направляют все ресурсы. Знают и понимают, поэтому ничего удивительного нет. Мы опять возвращаемся к тому, что людям, которые хотят жить долго и хорошо, надо, необходимо, жизненно необходимо включать голову, анализировать информацию, думать, думать и думать. Таким образом можно продлить свою жизнь. 100%. Денис Викторович, подписываюсь под каждым словом. И вот что интересно, вот мы обсуждаем вот эти вот достаточно серьезные сейчас проблемы в здравоохранении, но мы видим также другую картину. Вот сейчас буквально новость свежая тоже, там и даже статистические данные в виде таких графиков приведены, значит, в СМИ это все есть. Российские медвузы резко подняли цены на обучение, хотя в стране не хватает врачей. Вот, кстати, как вы видите вообще вот эту ситуацию, которая связана непосредственно с докторским составом, составом врачей вообще в России? Как эта проблема решается, да, со стороны государства вот при таких условиях? Ну, может быть, там какие-то варианты с, так сказать, специалистами из других стран. В общем, вот про это тоже интересно от вас послушать. Э, Вы знаете, на днях встречался со своим давним знакомым. У него сейчас клиника своя стоматологическая. Ну, приехали, вот пообщались, посмотрелся. Регулярно надо за своим здоровьем смотреть, как за машиной люди смотрят. Ну, так же и здесь. И зубы тоже относятся, ротовая полость — это тоже наше здоровье. И вот мы с ним начали общаться. Он говорит: "Я не знаю, как сейчас готовят стоматологов, но то, что приходят, это, говорит, нечто, просто нечто. А я знаю, как готовят, как идет система подготовки и к чему это все приводит, и к чему это будет приводить". То есть те люди, которые сейчас творят через букву "А", не через букву "О", а через букву "А", вот все эти мероприятия, они даже не понимают до конца той катастрофы, которая уже происходит. Вот, правда, получается как бы когнитивный диссонанс. У нас, с одной стороны, не хватает врачей, более 30 000, так, по скромным подсчетам, но и мы тут же увеличиваем цену на обучение, платное обучение в медицине. Видите, я рассказываю про какие-то коммунальные платежи, про какие-то услуги, затраты, в общем, ересь какую-то, про повышение зарплаты преподавателям. Но это вот, правда, на умалишенных рассчитаны все вещи. Значит, если ты действительно хочешь решить вопрос, ты увеличиваешь количество мест, причем это места бюджетные. То есть человек туда приходит и начинает учиться. Вот теперь мы абстрагируемся просто от медицины. Вот каждый из вас
пришел, предположим ситуацию, на обучение и платит за обучение деньги. Он берет кредит, он берет у кого-то взаймы, не принципиально, он копил на все это для того, чтобы получить образование. Он заплатил, он вышел. Значит, какая задача будет стоять у любого человека? Возвернуть кредит, отдать займ. Значит, он что должен делать? Правильно, зарабатывать деньги. А где он будет зарабатывать деньги? Это коммерческая клиника или же это воровство? Ну, вот, то есть, мздоимство, назовем это так. То есть, здесь уже получается, что порочная формируется система, и она не будет адекватно работать. И это, конечно, все скажется на кошельках, но это вторично. Первично на здоровье пациентов. Здоровых будут залечивать, а больных, у которых уже не осталось средств, не будут лечить вообще никак. И в первом и втором случае это страдает здоровье. Как минимум психическое у человека. Как минимум. А по большому счету это будет физическое здоровье страдать. Ну, что я могу сказать для тех, кто нас смотрит и слушает? Дело в том, что умалишенный человек, он или безмозглый человек, он не может принять никаких другие решения, кроме как безмозглых, бестолковых. Ну, потому что он безмозглый и бестолковый. Вот мы с вами это все и наблюдаем. Нормальное явление, и удивляться этому не стоит. И пока эти бестолковые, безмозглые люди находятся на управляющих должностях, мы так и будем видеть вот эти бестолковые, безмозглые решения. Они так и будут продолжаться. Вот. Да. Но недолго. Осталось недолго. Да, конечно, это все очень печально, когда на это смотришь. Причем, вот смотрите, да, мы вот взяли буквально один очень небольшой аспект, вот если возвращаться снова там к онкологии и вот к вот этим вот пестицидам или химикатам, которыми покрывают, да, овощи, там, фрукты. Но вот даже если мы берем еще одну, которая, значит, еще один вопрос, который связан тоже вот с этой историей всей, это нанопластик, да, вот так называемый, который тоже проникает везде, там, и в воду, и в продукты, то есть помимо вот этих вот химикатов, нанопластик. Об этом, кстати, очень широко расходятся, так сказать, цитаты доктора Чалакяна, вот, по интернету, он тоже много про это говорит, вот, и получается, что мы сегодня никак от этого не защищены, ведь у нас куча тары пластиковой, да, то есть не только там в общепите, ну и, допустим, бутылированную воду многие покупают. Вот есть какой-то вообще вот выход с точки зрения даже вот, ну, наверное, и медицины и в том числе, как можно было, я не знаю, там, ну, и спокойно производить из чего-то, да, вот тару, ну, может быть, как советское, знаете, время, вот стеклотара была. Вот как вы думаете, как вообще можно как-то с этим бороться или нет на сегодняшний день? Значит, я не сторонник вот таких вот разрушительных, деструктивных вещей, как борьба. Слово борьба, когда мы говорим война, бороться, это уже сразу же нас поворачивает в такой деструктив. А я бы сказал так, выходить и созидать, создавать новое, возвращаться к истокам. И я сейчас объясню. Ведь все фармакологические препараты, которые создавались, они создавались благодаря тому, что изучали человека, механизмы и вот что на что воздействовать. Ну, к примеру, из той же белладонны был получен атропин. Он объелся белины. Токсическое действие получило это фактически от атропина. Ну, много примеров. Та же наша ромашка, противовоспалительное действие, которое оказывает, всегда лечебное и противовоспалительное, она широко использовалась. И то, что сейчас из-за нехватки фармпрепаратов, вот, я недавно проскакивал здесь сообщение, что врачи стали назначать больше БАДов и трав, но в этом есть свой плюс. И мало того, что нам надо возвращаться опять к природным вещам, к простейшим нашим, которыми мы пользовались. Да, конечно, фармакология работает жестко и быстро. Это было и останется всегда. Ну, потому что это фармакология, у нее принцип работы такой. А все наши травы, которые использовались, в той же китайской, азиатской медицине, они до сих пор используются и с хорошим эффектом, но к этому надо возвращаться.
Ты можешь трескать антидепрессанты, пить антидепрессанты, но ты можешь, не доводя ситуацию до того, когда у тебя начнутся срывы, просто курсами использовать ту же мелиссу, мяту в чаях. Понимаете, вот вам же никто не будет рассказывать о том, что, например, в черенке от листочка малины находится большое, как и в листе малины, находится большое количество салицилатов. Салицилаты у нас снижают температуру и разжижают кровь. То есть они как антиагреганты работают. Антиагреганты – это против того, чтобы слипались клетки. Фактически аспирин, ну, ацетилсалициловая кислота, она использует эти принципы салицилатов. Ну, на этом фоне уже идет там тот же тромбоаз, кардиомагнил. Но вам никто из фармацевтов не будет говорить, что если вы регулярно будете пить чай с малиной, с листами малины и с черенками, то эффект у вас будет ничуть не хуже, как от постоянного приема аспирина кардиомагнила. Я понимаю прекрасно, что сейчас в мой адрес могут полететь злобные высказывания от адептов фармакологии, фармакопеи. Нормальные явления. Но, простите, не учитывать это мы не можем. То есть, это один из вариантов выбора. И, пожалуйста, вы можете выбирать. Или вы идете по фармакологии, или вы идете по натуральной народной медицине, которую сейчас будут всяческими способами блокировать, относить это к ненужной информации, для того, чтобы ее убрать, закрыть и сажать всех, держать только на химии. Следующий момент. Ведь в Советском Союзе действительно была организована система сдачи и получения стекла, когда бутылку ты использовал, пришел ее сдал, ее переработали. Стекло перерабатывается. Но, конечно, дешевле понаштамповать из копеечного пластика кучу бутылок, особо не заниматься, не разбираться, что будет впоследствии. Потом кричать, бегать о том, что мы засоряем природу, посмотрите, что творится. Но это всего лишь навсего подходы и организация. Организация того, что происходит, когда это делается не на словах, громогласные делаются заявления, а делаются реальные вещи. Опять-таки я напомню то, что было написано более 100 лет тому назад, что разруха не в клозетах, разруха в головах. Опять-таки это собачье сердце. Филипп Филиппович Преображенский, профессор, говорил об этом. И здесь мы то же самое видим. Выхода и есть. Нет воли. И политической в частности. От этого мы страдаем, страдают простые люди. Вот и все. А так, еще раз, смотрим, что мы пьем, откуда мы пьем, что едим, откуда едим. И стараемся себя корректировать. Еще раз. Теперь уже вспоминая Ильфа и Петрова. Золотой теленок. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Хотите ходить по стационарам? Не вопрос. Вы можете есть эту так называемую уличную эту пищу. Английское название у нее fast food. Вы можете потреблять эти энергетики из алюминиевых банок. И не надо мне рассказывать о том, что алюминий, он из банок не всасывается, ничего никуда не попадает, никаких проблем нет. Это ложь. Пожалуйста, пейте Кока-Колу, ешьте непонятные произведения от шавермы или шаверма, как там это называть, не знаю, и т.д. и т.п. И, только потом вопрос не задавайте, почему вдруг печень не работает, почему вдруг лишний вес, почему болит там, сям и т.д. и т.п. Как-то так. Да. Денис Викторович, я могу только тоже цитаты Ильфа и Петрова это прокомментировать. Как говорится, лед тронулся, господа товарищи, присяжные заседатели. Да. Да, и причем очень давно. Получается, что вот этот вопрос, да, который мы сейчас обсудили, он, казалось бы, не такой острый на повестке, да, там, например, как какие-то там политические или социальные решения, но тем не менее это каждодневная рутина, да, у каждого человека. И мне кажется, очень правильно, что мы вот сейчас это все осветили.
Давайте теперь вот от тем, связанных с медициной, да, со здоровьем, перейдем уже к такой геополитической, вот, и поговорим о Дональде Трампе, тем более, что его, так сказать, решения, ну или решения его кураторов, они очень серьезно влияют не только там даже на будущие какие-то ближайшие события в мире, но и у нас тоже в стране. И вот что интересно, если мы сейчас немножко вернемся в прошлое, мы увидим, что в частности, благодаря своим высказываниям по поводу там громких дел Эпштейна и других, Трамп хотел, в общем-то, получить любовь своих избирателей, и он это сделал. Но сейчас, когда он уже давно пришел к власти, многие негодуют, и даже сейчас там целый флешмоб пошел по стране. Его сторонники активные в прошлом сейчас сжигают кепки, потому что он до сих пор не рассекретил материалы по Кеннеди, по Эпштейну, который он все это обещал сделать, да, популистские вот эти его лозунги. И в итоге даже Такер Карлсон уже высказался об этом. И Алекс Джонс, так называемый конспиролог тоже, которого все обвиняют. Как вы видите вообще дальнейшее развитие и что нам ожидать от Дональда? Ваше мнение? Значит, Алексей, здесь вопрос сугубо медицинский, хотя кажется он геополитический. Объясню. Вот чем быстрее человек начинает анализировать информацию, тем качественнее он живет, и самое интересное, он живет дольше. Поэтому, наблюдая за данным персонажем, я был, ну, скажем так, спокоен в своих суждениях. Что называется, давайте посмотрим, что и как, чему и почему. Так вот, сейчас происходит у названных вами и Алекса Джонса, и у Такера Карлсона так называемый синдром завышенных ожиданий, когда они ожидали что-то, но это не реализовалось. И в результате здоровые мужики сидят перед камерами и практически плачут, рассказывая, как же так. Вот он такой известный журналист и просмотрел этот момент и разочарован теперь в этом политике. Но в политику идут люди, которые, ну, не обладают особыми чувствами нравственности, насколько мне известно, не говоря уже о какой-то порядочности. Поэтому и существует слово, значит, политика. Ради политики он делает все. Он сейчас говорит одно, делает другое. Теперь, что касаемо последствий. Ну, я бы так ответил, что в каждой избушке свои погремушки. То есть каждая страна, каждый город, каждая семья, они должны соблюдать все-таки свои национальные особенности, ставить свои приоритеты, потому что это чрезвычайно важно. И ожидать, что кто-то там когда-то что-то вот сделает, и смотреть на них не стоит. Еще раз скажу, что у России свой действительно должен быть свой путь. Ни о каком глобальном мире говорить нельзя. Это бред все. Потому что все это приведет к гибели человечества. Но для того, чтобы это понять, должно пройти действительно определенное количество времени, чтобы люди у себя в голове наконец-то разложили все по полочкам, чтобы они прошли вот ту стадию шока, неверия, недоверия, непонимания к уже действиям, к разуму, когда эмоции все отойдут. Для этого нужно время. Для этого такие люди, например, как Дональд Трамп, они и помогают, показывая, насколько они были лживы, как и, в принципе, другие политики по всему миру. А посему Россия самая холодная страна в мире. Среднегодовая температура в России минус 5 градусов. Нет ни одной такой страны в мире, как у нас, когда мы берем. Да, конечно, мне будут сейчас говорить, что это как средняя температура по больнице. Но по большому счету мы так и анализируем с вами. Другие страны также оцениваются. Поэтому у нас не может быть вот тех подходов, которые существуют в той же Америке, в Африке. У нас должны быть свои национальные особенности, подходы, и мы должны жить автономно, ни в какую глобализацию не лезть. Если мы будем это делать, то Россия как страна сохранится, ну и, соответственно, все, кто здесь живет, сохранятся и будут жить. Фактически мы, Алексей, я еще раз говорю, мы говорим с вами о здоровье,
о продолжительности жизни. И демография будет решаться, и люди будут рожать. И не надо будет создавать списков мужчин, которые 3 месяца ни с кем не встречаются, как очередная идиотская инициатива, которая прозвучала сейчас, вносится в Госдуме. Составлять списки в МВД мужчин, которые не женаты, не встречаются. Ну, вот этого идиотизма не нужно будет. И все вопросы будут практически сами собой решаться, когда будет определенный тренд на здравомыслие и на определенный домострой уклад. И все, и тогда будет все в порядке. Но мы к этому с вами идем. И, кстати, благодаря тому, что мы сегодня с вами общаемся, мы как раз и закладываем те кирпичики, делаем те первые шаги по длинному пути, который в результате приведет нас к жизни. И самое главное, создаст условия и жизнь для последующих поколений, наших правнуков. Они закончатся на нас. Да, дай бог, Денис Викторович, потому что, ну, на самом деле, есть, наверное, какая-то определенная все-таки черта адекватности, выходя за которую, ну, то есть там уже, ну, дальше пути никакого нет. Нужно делать откат и, как говорится, давай все заново. Это так. Подскажите, вот что вот сегодня самое главное, мне кажется, какие качества, возможно, что необходимо делать людям, да, чтобы сохранять здравомыслие, чтобы, так сказать, пытаться, вот то, что мы дали, там, рекомендации выдавали до этого, как всегда, вот ваши пожелания, потому что, мало ли, знаете, вот у нас бывает так, что разные мысли приходят, да, новый день пришел, пришли новые мысли, вот что бы вы сегодня хотели пожелать нашим зрителям, вот для того, чтобы адекватно воспринимать происходящие события? В первую очередь это думать. А для того, чтобы думать, надо брать время. И знаете, очень интересно получается, что мозг лучше работает, когда человек читает. Но читает не сводки новостей, а он читает литературу, серьезную литературу, классическую литературу, к примеру. Когда он начинает сопереживать, жить и смотреть, что и как происходило в эпоху и как жили его предки. И на этом фоне уже спокойно, анализируя поступающую информацию, делать адекватные выводы. А не, знаете, как курица с отрубленной головой, она еще какое-то время бежит. Это сугубо рефлексы, но это не направление пути. Так вот, чтобы не быть той безмозглой, безголовой курицей и бежать непонятно куда и для чего, человеку нужно думать, читать и анализировать. Ну и тогда будет все в порядке. Очень много написано исторических книг, и если их почитать, то все становится понятным, что история циклична. И еще один из положительных моментов. Те люди, которые сейчас находятся на управленческих должностях, они историю как раз не знают и книжек не читают. В этом их и ошибка. Да, как говорится, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. И то же самое справедливо не только по отношению к народу, но и к отдельным личностям. К сожалению, действительно, мы видим на протяжении там, последних 200-300 лет, мы видим действительно повторение фактически одних и тех же событий, просто с разными декорациями и с разными там вводными данными. Но по сути это то же самое. Денис Викторович, я вас сердечно благодарю за потрясающую информацию. Будем показывать, продолжать, что есть не только негативные моменты, но есть пути решения, и все в наших руках. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое. Работаем, братья. Дорогие друзья, обязательно ставьте пальцы вверх, если беседа была для вас содержательной и интересной. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал и на Бастион. Ссылки на них будут в первом закрепленном комментарии под видео. Берегите себя. Всем пока.